Привет, друзья! Сегодня у нас с вами очередной очень важный разбор. Начиная с этого месяца в Германии распространяются новые цифровые схемы, которые способны привести к серьезным финансовым потерям для ничего не подозревающих пользователей. Сначала разберем масштабную волну телефонных звонков от имени PayPal. Злоумышленники используют автоматическую систему обзвона, где случайное нажатие кнопки 1 может открыть им доступ к вашим финансовым данным. Во второй части выпуска экстренный разбор ваших прав в аэропортах, как правильно использовать цифровые инструменты и получить компенсацию за задержку авиарейса. А под занавес, друзья, новые штрафы под 90 евро за запрещенные наклейки на стеклах автомобиля. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, как же это все на самом деле происходит? Пользователю поступает телефонный звонок и автоматический голос сообщает о якобы подозрительном списании, внимание, 699 евро. Для отмены этой операции система предлагает немедленно нажать на клавиатуре цифру 1. После этого звонок автоматически переводится на человека, который представляется сотрудником службы безопасности PayPal. И, соответственно, пытается убедить собеседника выполнить дальнейшие действия. Как только вы, друзья, нажимаете единицу, автоматически робот замолкает, а звонок, как я сказал, переводится на живого оператора. На заднем фоне злоумышленники специально включают запись офисного шума и звуков клавиатуры, создавая впечатление, будто разговариваете с настоящей службой поддержки. Немецкое земельное управление уголовной полиции ЛКА уже опубликовало примеры подобных телефонных разговоров. Нередко беседа начинается на английском языке, а если собеседник просит перейти на немецкий, оператор отвечает неуверенно или неожиданно завершает разговор. Однако, друзья, во многих случаях к диалогу подключаются люди, свободно говорящие и по-немецки. Далее начинается психологическое давление. Собеседника убеждает, что его аккаунт или платежный кошелек якобы находится под угрозой, и действовать необходимо просто немедленно. Основная цель такого разговора – убедить человека установить на смартфон программу внимания удаленного доступа AnyDesk через официальные магазины App Store или тот же Google Play. После этого пользователь сам предоставляет удаленный доступ к своему устройству. Получив такую возможность, злоумышленники могут видеть содержимое вашего экрана, наблюдать соответственно за вводом одноразовых кодов подтверждения и получать доступ к операциям, связанным с интернет-банкингом или платежными сервисами. Именно поэтому, друзья, специалисты настоятельно рекомендуют сегодня никогда не устанавливать подобные программы по просьбе незнакомых людей, даже если они представляются сотрудниками известных компаний. Как только злоумышленники получают удаленный доступ к вашему смартфону, они переходят к следующему этапу и, внимание, пытаются как можно быстрее вывести ваши деньги. Очень часто человека убеждают приобрести предоплаченные ваучеры или цифровые подарочные карты в супермаркетах на сотни евро. Затем мошенники либо считают платежные коды дистанционно через экран вашего устройства, либо просят продиктовать их по телефону. После передачи этих кодов вернуть деньги, друзья, как правило, уже крайне сложно. Еще один распространенный прием – просьба сделать селфи с раскрытым паспортом в руках перед веб-камерой, якобы для прохождения чего? Стандартной процедуры проверки вашей личности. В жизни подобные изображения могут быть использованы для попыток оформления различных онлайн-сервисов или финансовых операций от имени владельца документа. Полицейские Нижней Саксонии также сообщили о случае повторного контакта с одной и той же, кстати, пострадавшей. Представляете? Через некоторое время после первого разговора злоумышленники вновь позвонили женщине и заявили, будто по технической ошибке на ее электронный кошелек случайно поступили, внимание, 10 тысяч евро. Чтобы якобы урегулировать эту ситуацию, ее убедили отправиться по торговым точкам города и приобрести большое количество карт пополнения.
Все это время собеседник оставался, кстати, на связи, подробно объясняя каждый следующий шаг. В результате женщина самостоятельно передала мошенникам платежные коды, после чего вернуть свои средства уже не смогла. И именно поэтому, друзья, правоохранительные органы сегодня настоятельно рекомендуют незамедлительно завершать разговор, если незнакомый человек требует установить программу удаленного доступа, купить, скажем, те же подарочные карты или сообщить любые коды подтверждения. Главное ведомство Федерального сетевого агентства настоятельно рекомендует, друзья, никогда не нажимайте никакие клавиши во время подозрительных телефонных вызовов и не сообщайте посторонним коды доступа. Официальный представитель платежной платформы Сабрина Винкер публично подтвердила, что администрация сервиса в принципе вообще никогда не инициирует исходящие телефонные звонки пользователям и тем более не просит выполнять срочные финансовые операции по телефону. Но если вы, друзья, самостоятельно откроете личный свой кабинет, на официальном сайте PayPal, никакого на самом деле списания, внимания, на 699 евро там не обнаружите. Эта история, друзья, используется исключительно для того, чтобы заставить человека задействовать поспешно и не дать ему спокойно проверить информацию. Специалисты по защите прав потребителей сегодня рекомендуют придерживаться простого алгоритма. Внимание! Немедленно завершайте разговор. Всегда. Даже если с вами связываются через мессенджер WhatsApp. Нажатие любых клавиш может показать автоматическим системам, что номер ваш активен, из-за чего вероятность повторных подобных звонков может, конечно же, увеличиться. Также проверяйте состояние счета только через официальное приложение или на сайте сервиса. Заранее предупредите пожилых своих родственников, кстати, и помните, что похожие схемы сейчас распространяются и от имени интернет-компании Amazon. Я вам об этом рассказывал еще в прошлых выпусках. Кстати, используя, я бы сказал, точно такой же сценарий. У миллионов жителей Германии, столкнувшихся с подобными телефонными звонками, закономерно возникает вопрос: каким же образом их контактные данные, вообще могли оказаться у злоумышленников? Но, друзья, на самом деле во многих случаях подобные обзвоны проводятся без использования персональных баз данных. Автоматические системы, внимание, просто-напросто, друзья, набирают номера в случайной последовательности, охватывая огромные числовые диапазоны. Понятно? Поскольку платежной платформой пользуются миллионы жителей Германии, обычно теория вероятности обеспечивает достаточно высокую ту самую вероятность того, что часть звонков попадет именно к действующим пользователям сервиса. В то же время нельзя исключить и другие источники появления контактной информации. Например, номер телефона мог ранее оказаться в различных открытых или коммерческих базах после регистрации на интернет-площадках, участия в каких-либо рекламных акциях, заполнения анкет или использования различных онлайн-сервисов. Кроме того, некоторые мобильные приложения после получения соответствующих разрешений могут получать и доступ к контактам пользователя, а затем использовать эти данные в рекламных целях или передавать их партнерам в рамках условий использования сервиса. Также вы должны знать, что продолжает работать автоматические системы генерации телефонных номеров, о которых я вам говорил, которые непрерывно совершают массовые звонки в поисках активных абонентов. Полностью исключить вероятность получения подобных автоматических звонков технически почти невозможно. Однако, друзья, в ваших силах намного сократить объемы личной информации, доступной в открытом интернете. Внимание! Положение статьи 17 Европейского регламента защиты данных GDPR предоставляет каждому жителю законное право требовать от коммерческих интернет-платформ, провайдеров и компаний, работающих с персональными данными, удаление личной информации. Запомнили? То есть, если у вас нет времени самостоятельно направлять подобные запросы в десятки организаций, можно воспользоваться специализированными сервисами вроде Incogni, Delimmi и Optary. Такие сервисы по вашему поручению регулярно направляют запросы на удаление персональных данных, помогая уменьшить количество открытой и доступной информации, то есть адресов, фамилий и номеров телефонов.
Таким образом, они действительно способны уменьшить вероятность массовых рекламных и автоматических звонков, однако стопроцентной гарантии не существует. Если же ваши контактные данные, друзья, ранее уже распространились через различные утечки информации или оказались в многочисленных сторонних базах, полностью, к сожалению, удалить из их всех источников зачастую уже невозможно. А вот дальше, друзья, мы с вами разберем масштабный юридический аудит, где внезапные сбои в работе аэропорта могут обернуться для немецких путешественников дополнительными расходами, потерей времени и серьезными неудобствами. Представьте вполне знакомую ситуацию. Чемоданы уже собраны, вы отправляетесь в долгосрочный отпуск. Но на табло вылета неожиданно появляется информация об отмене или длительной задержке рейса. Вместо спокойного начала путешествия приходится срочно менять планы. В этой части выпуска мы с вами подробно, друзья, разберем ваши законы, права и пошагово объясним, в каких случаях авиакомпания обязана предоставить компенсацию или необходимую помощь. Размер возможной компенсации в странах Европейского Союза, вы должны знать, регулируется регламентом ЕС 261/2004. Если прибытие в конечный пункт назначения задержалось на, внимание, 3 часа и более, при соблюдении условий пассажир может рассчитывать на компенсацию в размере 250, 400 или 600 евро. Итоговая сумма здесь зависит прежде всего от общей дальности вашего полета. Кроме того, если ожидание в аэропорту превышает 2 часа, авиакомпания обязана обеспечить пассажиров напитками, питанием и при необходимости предоставить гостиницу и организовать трансфер. При этом далеко не любые обстоятельства, друзья, освобождают перевозчика от подобных обязательств. Например, экстремально погодные условия или забастовки диспетчера могут относиться к исключительным обстоятельствам, тогда как забастовки собственного персонала авиакомпании во многих случаях рассматриваются совершенно иначе и могут повлиять на обязанность по выплате компенсации в соответствии с действующими нормами законодательства. Но запомните главное правило: если вы, друзья, столкнулись с подобной ситуацией в аэропорту, действовать лучше сразу, не откладывая все до возвращения домой. Различные ситуации сегодня показывают, что устные какие-либо обещания сотрудникам на стойке регистрации впоследствии подтвердить бывает очень сложно. Поэтому первый шаг – это внимательно собрать все подтверждения произошедшего. Обязательно сохраните бумажный посадочный талон, сфотографируйте на смартфон табло вылета и сделайте скриншот информации в системе отслеживания самолетов FlyRadar 24, чтобы зафиксировать фактическое время прибытия рейса. Второй шаг. Воспользуйтесь всеми услугами, которые предусмотрены законодательством. Если ожидание, как я сказал, превышает 120 минут, обратитесь к представителям авиакомпании и попросите предоставить ваучеры на питание. Если такой возможности не оказалось, оплатите необходимые расходы самостоятельно, но обязательно сохраните все кассовые чеки. В дальнейшем именно они могут понадобиться для возмещения ваших затрат. Третий шаг. Правильно оформить перебронирование. Попросите направить подтверждение нового маршрута на вашу электронную почту и сохраните его. Письменное подтверждение всегда надежнее, друзья, устных каких-либо договоренностей. Также важно помнить, что в Германии срок исковой давности по подобным требованиям составляет 3 года. Запомнили? Если авиакомпания длительное время не отвечает на ваши обращения, многие пассажиры пользуются специальными цифровыми сервисами по защите прав путешественников, которые помогают оформить требования о компенсации и получить оплату только в виде заранее оговоренного процента от успешно взысканной суммы. Давайте также подробно с вами разберем юридические механизмы и конкретные размеры компенсации, которые европейское законодательство предусматривает для пассажира при серьезных задержках авиарейсов. Основой здесь выступает, как я сказал, регламент Европейского Союза 261/2004, а также известное решение Европейского суда по делу Стержена 2009 года. Именно эти документы, друзья, закрепили право пассажиров на получение компенсации при соблюдении установленных условий. Поэтому размер выплат напрямую будет зависеть от общей дальности вашего перелета.
Так, например, за региональные рейсы протяженностью до 1500 км предусмотрена компенсация в размере 250 евро. Для среднемагистральных перелетов, то есть я имею в виду на расстояние до 3500 км, сумма увеличивается уже до 400 евро. А при дальнемагистральных рейсах пассажир может рассчитывать уже на компенсацию в размере до 600 евро. Кроме того, независимо от этих выплат, после 120 минут ожидания авиакомпания обязана предоставить предусмотренную законом помощь, то есть, как я сказал, предложить питание и напитки. Не забывайте об этом. Обеспечить две возможности для ваших телефонных звонков или отправки сообщений. А если вылет переносится даже на следующий день, тогда внимание, организовать размещение в гостинице и трансфер. При этом законодательство предусматривает исключения. Например, экстремальные погодные условия или забастовки диспетчерских служб могут относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Но, друзья, не могу вас еще отпустить, и давайте вместе с вами прямо сейчас проведем подробный разбор для водителей Германии, где, казалось бы, обычное желание украсить ваш кузов или стекла личного автомобиля может привести к неприятным последствиям при дорожной проверке. Итак, многие автовладельцы воспринимают цветные какие-либо стикеры как безобидный элемент дизайна. Однако правила допуска транспортных средств к дорожному движению СТФЦО устанавливают вполне конкретные правовые требования к подобным изменениям. Размещение графики на лобовом стекле или задних окнах строго регламентировано. Согласно официальным разъяснениям экспертной организации TÜV Nord, если площадь нанесенной пленки или наклейки превышает внимание 0,1 квадратного метра, либо перекрывает более четверти всей поверхности остекления, владельцу автомобиля может потребоваться специальное разрешение на соответствующий тип конструкции. При отсутствии такого разрешения использование автомобиля может повлечь административный штраф, внимание, в размере 90 евро. Подобный технический сертификат автомобилисты обычно получают вместе с комплектом фирменного покрытия. При покупке недорогих материалов через, скажем так, интернет, важно заранее убедиться, что они соответствуют действующим требованиям. Для официального оформления подобных изменений автомобиль, как правило, должен пройти проверку в сертифицированной мастерской. Такие правила введены прежде всего в интересах безопасности участников дорожного движения. То есть заднее стекло изготавливается из специального закаленного материала, и дополнительные покрытия могут повлиять на его предусмотренные производителем свойства при сильном механическом воздействии. Именно поэтому отдельные участки стекла должны оставаться свободными в соответствии с техническими требованиями. На передней части автомобиля размещение большинства декоративных элементов вообще, друзья, не допускается. Запомните, что также подтверждают эксперты профильного издания Mobilitas Magazine. Исключение составляют официальные экологические плакетки и дорожные виньетки, предусмотренные законодательством. Сегодня буквально разные ситуации показывают, что если наклейка ограничивает обзор водителю или закрывает часть зеркал, сотрудники дорожного контроля могут потребовать привести ваш автомобиль в соответствии с действующими нормами. В отдельных случаях для сохранения необходимой обзорности действительно могут потребовать дополнительные технические решения, аналогичные тем, которые используются на транспортных средствах с крупными прицепами. При несоблюдении, друзья, установленных требований возможно применение, внимание, административного штрафа. Размер административных санкций за использование наклеек или пленок, не соответствующих требованиям законодательства, может существенно различаться. Однако, друзья, если декоративный элемент действительно ограничивает обзор, водителю и становится одной из причин дорожно-транспортного происшествия, правовые последствия могут оказаться серьезнее обычного штрафа. Сегодня судебные решения показывают, что в подобных ситуациях компетентные органы оценивают не сам факт наличия этой наклейки, а то, повлияла ли она на безопасность дорожного движения. Если же будет установлено, что обзор оказался ограничен и это сыграло роль возникновения аварии, водителю могут грозить дополнительные меры ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, друзья, сотрудники дорожного контроля вправе потребовать привести автомобиль в соответствии с техническими требованиями прямо на месте, а при наличии серьезных нарушений временно даже ограничить его дальнейшую эксплуатацию до устранения выявленных недостатков. Еще отдельное внимание на подобные случаи обращают и страховые компании. Кстати, если же в ходе проверки будет установлено, друзья, что декоративный элемент существенно ограничивал обзор и повлиял на обстоятельства происшествия, это может отразиться и на рассмотрении страхового случая в размере возможной выплаты. И именно поэтому сегодня специалисты рекомендуют заранее убедиться, что любые наклейки или те же пленки соответствуют действующим требованиям и не ухудшают обзор водителю. Итак, если, друзья, мы с вами подробно разберем официальный каталог дорожных штрафов в Германии, то вы наглядно все-таки увидите, во сколько могут обойтись подобные нарушения. Если же сотрудники дорожного контроля установят, что обзор ограничен наклейкой, штраф может составить сразу 10 евро. Загрязнение или заклеивание фар головной оптики обойдется уже вам 20 евро. А если такое состояние автомобиля создаст опасную ситуацию для других участников дорожного движения, сумма увеличится уже до 25 евро. В случае дорожно-транспортного происшествия с материальным ущербом, если установлено, что причиной стала неисправность или ограниченная эффективность освещения, размер административного штрафа может составить уже 35 евро. При серьезных нарушениях, связанных с использованием пленок или других каких-либо элементов, не соответствующих требованиям, эксплуатация вашего автомобиля может быть временно ограничена, а размер штрафа уже в отдельных случаях достигает, внимания, 90 евро. Отдельно такие требования действуют и в отношении государственных регистрационных знаков. То есть любые наклейки или элементы, затрудняющие их считывание, могут повлечь штраф в размере 65 евро. При этом, друзья, ситуация с какими-либо надписями, или лозунгами на кузове автомобиля регулируется совершенно иначе. Внимание! Если подобные высказывания не нарушают действующее законодательство и не направлены против конкретного человека, они могут рассматриваться как выражение личного мнения. Да, статья 5 Основного закона Германии закрепляет право на свободу вашего, друзья, выражения мнения в рамках действующего законодательства. И в завершении нашего разбора еще хочу затронуть важный экономический аспект, о котором редко задумывается при выборе автомобильного декора. Любые такие стикеры и пленки имеют свой срок службы. Вы, наверное, догадываетесь. Профессиональная литая пленка для полного оклеивания кузова стоит заметно дороже. Такое покрытие намного дольше сохраняет насыщенный цвет, устойчивость к воздействию химии на автоматических мойках и при правильной эксплуатации способна прослужить до 7 лет. Более доступная, скажем так, колландированная пленка со временем обычно быстрее теряет первоначальный внешний вид, а первые признаки износа могут появиться уже через несколько лет эксплуатации. Кроме того, при неаккуратном снятии недорогих материалов существует, конечно же, и риск повреждения вашего лакокрасочного покрытия, что может привести к дополнительным расходам на восстановление автомобиля. На этой аналитической ноте наш, друзья, подробный обзор полностью завершен. Завтра я буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний разбор про телефонных мошенников от имени PayPal, цифровые права в аэропортах и штрафы до 90 евро за наклейки на авто, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.